Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Моделирование при помощи гелевых типс – процедура, которая набирает обороты с бешеной скоростью. Полюбилась мастерам за быстроту выполнения наращивания и достаточно простую технологию, без заморочек. Но несмотря на это, у мастеров возникает множество вопросов и ошибок. Именно о них сегодня и пойдет речь. Поехали! Первое – некачественные типсы. Сами гелевые типсы отличаются между собой. Одни слишком мягкие, могут лопаться по точкам роста, другие же очень твердые, прочные, что затрудняет их опил и близкое подведение к кутикуле. Недостаточное снятие старого материала, излишний объем не позволит правильно подобрать типс. То есть мы возьмем размер больше, чем он нужен на самом деле. Также особое внимание уделяем отслойкам. Полностью их убираем, чтобы новые не возникали вновь. Третье – неправильно подготовленная ногтевая пластина. Подготовка требуется такая же, как и при моделировании. Свободный край лучше полностью убрать для того, чтобы типс верно устанавливался на ногтевую пластину. Конечно, чтобы любое покрытие держалось хорошо, маникюр должен быть чистым. Нельзя оставлять птеригий, пыль. Необходимо зашлифовать ноготь при помощи пилки 180 на 240 грит. И недопустимо использование для подготовки мягких бафов. Нанесем адгезивные препараты, а также базовое покрытие, которое подходит для данных ногтей. Праймер мы наносим тонким слоем, ждем, пока он немного испарится, чтобы не было излишек, так как это также может привести к возникновению отслоек. И базу наносим тонким слоем. Не наносите слишком объемно и не делаем выравнивания. На этом этапе важно не допускать затеков базы, ведь следующий материал затечет по нему. Уберите затек и затем полимеризуйте. Следующее – это неправильный размер. Если взять шире, чем нужно, то материал будет затекать в боковые пазухи. Если уже, чем нужно, то будут ступеньки под точкам роста. Конечно, обычно и с ними гелевые типсы носятся отлично, но это влияет на эстетику. Клиент может начать расковыривать эти места, что приведет к трещинам. Следующее – несовпадение по арке. Гелевые типсы также отличаются продольной и поперечной аркой. Если на арочные ногти поставить плоские типсы, то по бокам будут появляться воздушные карманы. И наоборот. Поэтому нужно учитывать изначальную арку натуральных ногтей. Конечно, есть ухищрения, как изменить изгиб типса. Например, обезжирив внутреннюю поверхность, зажав арку, нагрев типс. И она в таком случае уже будет совпадать с аркой натурального ногтя. Но это дополнительное время и танцы с бубнами. Шестое. Не подготовили типсы. Большинство из них имеют глянцевую внутреннюю поверхность, которая без подготовки не будет держаться. Поэтому ее стоит правильно подготавливать. Либо опилить фрезой, либо протереть обезжиривателем или нанести праймер. В случае с фрезой это механическое воздействие, а во втором случае препараты разъедают поверхность и она становится пористой, за счет чего улучшается сцепка. Если типсы изначально имеют матовую контактную зону, то ее не нужно дополнительно подготавливать, а достаточно будет обезжирить внутреннюю поверхность, и она уже готова к применению. Седьмое – воздушные пузыри. В данной технике могут возникать по множеству причин, от неверно подобранной формы до ее установки. Особенно часто можно наблюдать при вниз растущей ногтевой пластине. Появляется воздух либо в зоне кутикулы, либо на свободном крае. Ногти не универсальные, в отличие от типс, поэтому и требуется их правильный подбор. Восьмое – неподходящая база. Для крепления типс можно использовать специальные установочные базы, гель-жвачка, базу от гель-лаковой системы, но подходят далеко не все. Иногда возникает проблема, что типсы отлетают от ногтя во время носки. Часто производители гелевых типс рекомендуют, какую базу необходимо использовать вместе с ними. Либо сначала протестируйте этот материал на себе. Девятое. Много или наоборот мало материала нанесли в типс. Если его недостаточно, то будут воздушные карманы. А если много,
то все выльется под ноготь и вокруг, что, конечно, будет доставлять дискомфорт клиенту. 10. Неправильное направление. Чтобы типс с материалом не отходил при просушке в лампе, сначала необходимо его немного прихватить ультрафиолетовым фонариком. В этот момент важно ровно держать типс относительно центральной оси пальца, чтобы не было эффекта в бок растущего ногтя. И еще момент. Если сильно надавить на кончик, то будет эффект клюющих ногтей вниз. Поэтому после постановки убедитесь, что типс стоит ровно. 11-я ошибка – постановка под кутикулу. Конечно, в некоторых мастер-классах, роликах наверняка вы видели, как типс загоняют под кутикулу и никак не опиливают, и все, маникюр готов. Конечно, такой способ чреват отслойками, появлением ступенек при отрастании в зоне кутикулы. Да, типс можно устанавливать в стык, либо с небольшим отступом от кутикулы. Это будет зависеть от типа роста ногтя и формы в зоне кутикулы, но не рекомендую устанавливать именно под кутикулу. 12-я ошибка – это затеки базы под кутикулу либо в пазухе. Я всегда говорю, что затек равно отслойка. Поэтому, если увидели затек, то лучше переделать до просушки, не ставить так в лампу. А заполимеризованные затеки, те, которые высохли, необходимо выпилить во избежание больших отслоек. После того, как установили все типсы, просушили в лампе, убираем лишнюю длину и придаем форму. А ступеньку в зоне кутикулы убираем при помощи твердосплавной насадки с тонким носиком. В этот момент важно не перепилить ногтевую пластину и верно устанавливать насадку. 13-я ошибка – это нанесение объемного слоя материала поверх гелевых типс. Обычно выравнивают гелем или базой гель-лак, хотя у большинства гелевых типс укрепленная стрессовая зона и не требуется дополнительного укрепления. То есть сюда не требуется такое объемное нанесение материала. Его должно быть минимальное количество. После опила формы можно достроить участок у кутикулы базой, тонкой кистью и сразу покрывать ногти цветом или топом. 14-я ошибка – глянцевая поверхность типса может стать причиной отслоения материала от нее. Особенно если материалы слабоадгезионные, например, гель или акригель. Поэтому после придания формы заматируйте поверхность бафом или просто протрите обезжиривателем, тогда сцепка будет гораздо лучше. 15-я ошибка – это сильное поджатие. Не всегда арка гелевых типс нас устраивает. Иногда хочется дополнительно поджать материал для стройности. Но если это сделать резко, сильно, то пластиковый типс может треснуть. Неприятная ситуация, которую нужно будет устранять. Хотите знать, как делать быстрое наращивание при помощи гелевых типс без ошибок? Тогда жду вас на онлайн-курсе «Гелевые типсы от А до Я». Подробнее в описании. А еще тот, кто первый посчитает, сколько я за этот ролик сказала слово «типс», получит от меня в подарок данный курс. Ну а я, как обычно, желаю всем успехов в работе. Не допускайте ошибок. Счастливо. Пока-пока.